Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим клубничный сорбет. Вкусный и натуральный, он прекрасно заменит покупное мороженое в летние жаркие дни. Тем более готовится он очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 3 банана очищаем от кожуры. Бананы нарезаем небольшими кусочками. Нарезанные кусочками бананы кладем в контейнер, накрываем крышкой и ставим в морозильную камеру на 2-3 часа. 300 грамм клубники моем и отрезаем плодоножки. Клубнику тоже складываем в контейнер и ставим замораживаться в морозильную камеру на 2-3 часа. Бананы и клубника замерзли, оставляем их на столе на несколько минут, чтобы они слегка разморозились. Это делается для того, чтобы они легче взбивались и не сломали измельчитель. В чашу измельчителя кладем половину всей клубники и половину бананов. Все измельчаем до однородности. По желанию в сорбет можно добавить немного сахара. Точно так же взбиваем вторую часть банана и клубники. Получается мягкая воздушная масса. Сорбет сразу же перекладываем в стаканы и подаем на стол. Также на моем канале есть и другие рецепты мороженого. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 3 200-граммовых стакана сорбета. Сорбет получился вкусным и воздушным. Банан придает ему сладость, а клубника нежный аромат, цвет и приятный вкус. Такой сорбет можно замораживать в готовом виде в бумажных или пластиковых стаканчиках или небольших пластиковых контейнерах и доставать из морозильной камеры по надобности. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно, полезно и просто готовится. Если вам понравился рецепт такого сорбета, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.